Привет, армия. Вновь появились те, кто упорно искажает все в свою пользу, пытаясь подтасовать факты по своему усмотрению и только выставляя себя глупцами. Они попытались заявить, что Тэхён сам купил кашемировый свитер Chrome Hearts во время своего визита в Лос-Анджелес, притворившись, что это был подарок от Чингука, хотя в этой истории этого никогда не было. В очередной раз они начали говорить, ничего не проверив, не поняв дату или доступность, и втянули Тэхёна в предположения, которые не соответствовали тому, что на самом деле произошло в историях этих фанатов. Странно то, что они повторяли эти идеи как правду, хотя на самом деле их можно было разрушить одним лишь небольшим осмотром. Свитер был частью ноябрьской лимитированной коллекции, эксклюзивная линия, которая в то время не была доступна в физических магазинах Лос-Анджелеса. Чтобы получить его там, нужно было заказать и ждать около недели. Он был привезен из Японии. Одно это уже развенчивает надуманную теорию, и вот что многие упустили из виду. Тэхён был в Лос-Анджелесе всего 3 дня, времени на заказ не было, быстрая доставка или чудесное совпадение. Тем не менее, многие продолжают пытаться переписать историю, как будто повторение чего-то достаточное количество раз делает это правдой. Они даже пытаются втянуть Намджуна в этот спор, пытаясь отрицать, что Чингук с любовью выбрал свитер, который Намджун носил 4 сентября по сюжету. Но этот свитер не имеет никакого отношения к кашемировому свитеру Тэхёна в форме сердца. Он был официально выпущен в ноябре и принадлежит другой линейке. Это разные вещи, из разных моментов и контекстов. Невозможно связать эти два, не нагнетая обстановку. И вот еще одна деталь, которую некоторые избегают. Выбор свитера Тэхёном был личным штрихом в сценарии. Чингук задумал это как особый жест, он не требовал дополнительных объяснений. Странно то, что это не первый раз, когда они пытаются отрицать что-то, явно заложенное в повествование. Так случилось, когда Тэхён продемонстрировал свои синие кроссовки Moncler вскоре после возвращения Чингука из США в ноябре 2023 года. Тогда они утверждали, что это не подарок, что все это было совпадением, хотя синяя модель была доступна только в США, а не в Корее. В повествовании объясняется, откуда взялись кроссовки, но некоторые упорно продолжают отрицать. Каждый раз, когда изучают детали этой истории, прослеживается одна и та же закономерность. Те, кто пытается отрицать, в конечном итоге противоречат сами себе. Они опираются на идеи, не соответствующие датам релиза или доступности, и в конечном итоге продвигаемая ими версия не выдерживает простой проверки. Между тем, жесты Чингука и Тэхёна остаются в повествовании, спокойные, неприкрашенные, излишне преувеличенные. Достаточно просто увидеть их такими, какие они есть, чтобы все стало легким. Они также помнят момент, когда Тэхён надел кашемировый свитер Лухар, который подарил им Чингук. Момент, который не нуждался в словах. То, как Тэ поправил свитер, как Чингук посмотрел на него, все это объяснялось само собой без объяснений. Достаточно простой жест, чтобы показать, что они ценят друг друга, что они заботятся друг о друге. И что постоянное внимание было естественной частью того, что они разделяли. Годами они были такими, тихими, внимательными, нежными, с привязанностью, которая никогда не была чрезмерной, только детали говорили сами за себя. Иногда было удивительно видеть, как они баловали друг друга. Дело не в цене вещи, дело в том, как они ее выбирают. Свитер CH, туфли Moncler, рубашка Серлин, Баленчага, золотые перчатки, мексиканское эскимо, все выбраны со спокойствием и обдумыванием. Всегда интересна не сама вещь, а ее намерение, мысли о другом человеке, представление его выражения. Представление о том, как он носит то, что ты выбрал, именно это делает этот жест таким личным. Но самые прекрасные вещи не всегда самые дорогие. Есть небольшие подарки, которые имеют еще более глубокий смысл. Когда Чингук был стажером в США, он купил футболку с собой и Тэхёном, что-то простое, но особенное. А когда Тэхён подарил Чингуку духи, он сказал это со смесью застенчивости и нежности. «Мой малыш может странно пахнуть ночью. Искренне, честно, мило». И, наконец, признался, что это от него. Их детские фотографии вызывают нежность. С самого начала было ясно, как сильно они заботятся друг о друге. Быстрые жесты, легкий смех, совместное молчание, легкие наклоны друг к другу, автоматические движения. Эти моменты оставались теплыми, и связь никогда не угасла, она только росла вместе с ними. Были сцены, которые возвращались снова и снова. Например, когда Чингук показал Тэхёну подарок, его улыбка появилась неудержимо. Та самая, которая появляется, когда ты действительно любишь что-то. Он рассказал историю подарка с легким смехом, и выражение его лица было что-то, чего он не мог скрыть. Его глаза сверкали по-другому, не преувеличенно, но спокойно и по-настоящему.
Чингук посмотрел на Тэхёна так, как не смотрел ни на кого другого. Простой взгляд, медленный, чуть дольше обычного, ровно настолько, чтобы что-то передать. Тэхён приблизился к Чингуку с естественностью, не требующей объяснений. Расстояние между ними, казалось, исчезло даже среди толпы и камер, легкое прикосновение, легкий наклон тела, и пространство мгновенно стало их. Все это пришло без принуждения, без притворства, без единого слова. То, как они соединились, открыло больше, чем кто-либо мог когда-либо объяснить. И это всегда заставляло любого, кто наблюдал за ними, останавливаться и смотреть дольше, потому что всегда было что-то там, что-то, чего они не скрывали, но и никогда не подчеркивали, что-то, что просто произошло, что-то, что проявилось только тогда, когда они были вместе. Потому что в конечном итоге все сводилось к одной простой вещи. Такую близость нельзя было подделать, ее нельзя было навязать, и ее нельзя было стереть только потому, что кому-то было неловко от того, что они видели. Каждый маленький момент, каждая улыбка, каждый взгляд, каждый подарок, каждая рефлекторная привычка, которая возникла даже без их ведома, все это составляло историю, которая говорила громче любого официального заявления. Люди могут пытаться исказить повествование, они могут пытаться найти лазейки, они могут отвергать все, что не согласуется с их убеждениями, но время всегда благоволит к тому, что реально. Те, кто больше всего сопротивляется, всегда больше всего боятся принять очевидное, в то время как тем, кто наблюдает молча, не нужно кричать, чтобы понять то, что всегда было прямо перед ними. Потому что любовь, или как бы вы ни называли то, что растет с годами и никогда не угасает, не нуждается в защите, в доказательствах. Ей просто нужно достаточно места, чтобы дышать. И это пространство всегда есть, когда они вместе. Даже когда весь мир смотрит, они остаются в своем маленьком мире, мире, которого никто другой не может коснуться. Мы видим это, когда они молчат, когда кто-то улыбается без причины, когда их руки почти соприкасаются без колебаний, когда их смех раздается на секунду быстрее, чем у всех вокруг, когда даже тишина кажется языком, понятным только им. Эти моменты невозможно спроектировать, их нельзя украсть, их нельзя подделать, они случаются только с теми, кто по-настоящему выбирает друг друга. И, возможно, именно это делает все это таким сильным. Даже на самой большой сцене, среди самых ярких огней, их сердца находят друг друга без слов. Как бы ни старались кто-то разлучить их или заставить замолчать, они всегда возвращаются к той единственной невидимой линии, которая никогда не рвется. В конце концов, они никогда никого не убеждают. Они были просто собой, и для любого, кто по-настоящему видел, этого было более чем достаточно. Мы видели это в коротких отрезках времени, в простых подарках, в кашемировых свитерах, выбранных с заботой, в снежных шарах, сделанных с нежной улыбкой, во взглядах, которые задержались на секунду дольше, чем нужно, чтобы быть просто совпадением. И, может быть, когда-нибудь, когда все перестанет быть предсказуемым и необъяснимым, когда мир больше не будет шумным от «за» и «против», когда им больше не придется прятаться за тишиной, мы увидим их стоящими бок о бок, без необходимости что-либо объяснять. Просто два человека, которые всегда выбирали друг друга, не нуждающиеся в доказательствах, не нуждающиеся в общественном признании, потому что они знали это всегда. А до тех пор мы храним эти маленькие моменты как сладкие тайны, наблюдаем, как они медленно растут, записываем их в своих сердцах и улыбаемся каждый раз, когда они забывают, что мир наблюдает. Потому что самые прекрасные истории — это не те, которые возвещаются с помпой, а те, которые создаются в тишине, день за днем, с несомненной искренностью. И когда люди спрашивают, что заставляет нас верить, ответ всегда прост. Не теории, не слухи, не фантазии, а те мелочи, которые никто по-настоящему влюбленный не может скрыть. Вот о чем эта история. Не о том, кто побеждает, а кто проигрывает, а о двух сердцах, которые продолжают искать путь друг к другу, как бы мир ни пытался их разлучить. И в конце концов, они продолжают возвращаться всегда. Как будто никогда больше не было места, где они чувствовали бы себя как дома. Like soldiers, you better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff till you're